Хей-хей, всем привет! Я Игроглаз, и на канале Агропрогноз сегодня расскажу вам про программирование и большие данные в почвоведении. Это очень интересная на самом деле тема новая. Изначально, когда мы с вами закладываем почвенный разрез, и мы его описываем, или же мы берем какой-то образец почвенный и несем его в химическую лабораторию, мы проводим какие-то анализы, у нас появляется обычно какое-то такое почвенное вербальное описание. То есть в такой-то почве у нас такие-то конкреции, у него такие-то параметры, такой-то pH. И вот эти данные мы обычно, почвоведы, берем и последние лет 20 заносим в реляционные базы данных. То есть для этого нам необходимо четко вот это словесное описание как-то разделить, да, на какие-то конкретные типы, чтобы можно было ввести эти данные. Потому что просто внести в компьютер, сказать ему словами что-то написать, не работает. Поэтому мы вынуждены составлять вот такие вот, составить такую модель, да, которая позволяет нам любое почвенное какое-то описание почвы представить в каком-то структурированном виде. То есть мы вербальный язык, мы его формализуем и получаем уже какое-то формализованное описание того или иного свойства почвы. И потом уже мы добавляем эти описания в базу данных. То есть вот, в принципе, самый простой пример, что такое база данных. Ну, вот у вас в телефоне есть контакты, где напротив каждого имени там есть, соответственно, его номер телефона. Это, в принципе, вполне себе база данных. Также есть и базы данных почвоведения. Причем их на самом деле сейчас уже очень много разных есть. Но в целом они все устроены похоже. В основном они устроены на основе реляционной модели. То есть реляционная модель, она сводится к тому, что у нас есть какие-то таблицы, у которых есть отношения один к одному, один ко многим. Вот они связаны между собой, все эти таблицы. Когда вы заходите в интернет на любой сайт, вы, соответственно, из базы данных получаете информацию. То есть вы заходите почитать Яндекс, и вы при этом получаете именно данные, текст, который вы читаете, из базы данных. Он не просто где-то там в каком-то файлике текстовом хранится. Это все базы данных, они вокруг нас. И вот в почвоведах они тоже есть. Соответственно, когда у нас есть уже какая-то физическая модель базы данных, мы описали почвенный разрез, можем взять его туда и ввести с каким-то интерфейсом. И потом вот оно где-то лежит у нас в базе данных, мы можем эти данные обрабатывать и получать какую-то информацию из этих данных. На самом деле таких систем уже много. То есть есть большое количество и международных проектов, и, в принципе, практически каждая страна, где более-менее сильная школа почвоведов, там есть школа почвоведения, там есть своя какая-то система. Вообще есть ведь много разных почвенных классификаций, и если вы описали почву по какой-то одной классификации, ее уже, так сказать, гармонизировать, то есть ее взять и адаптировать под какую-то, перевести в другую классификацию довольно-таки сложно, чтобы это было как-то релевантно и похоже. Поэтому все вот эти почвенные информационные системы и базы данных в разных странах, они, соответственно, тоже довольно-таки мало совместимы. И у нас в России есть тоже проекты по базам данных, по почвенным базам данных. И главная проблема, которая, собственно, перед нами сейчас стоит уже, не создание самих подобных систем, а проблема сбора данных. Где взять данные? Это очень сложно. Почему? Потому что наша специфика почвы, нам нужно эти данные буквально выкопать. Да? То есть в отличие от многих других областей знаний, где все несколько проще, нам данные добывать очень сложно и очень трудозатратно. У нас, конечно, очень сильная нехватка ресурсов, очень узкий круг специалистов. Почвоведов всего в мире около 50 тысяч, и довольно-таки мало из них именно занимается сбором каких-то данных морфологических, например, то есть какими-то полевыми изысканиями. То есть у нас очень большой дефицит данных. Опять же, недостаточной возможности коммуникации, потому что в разных странах разные почвенные классификации, люди занимаются своими системами, у них свои какие-то узкие задачи, поэтому, в общем, это все затрудняет.
Но есть такая штука, которая называется большие данные. Вообще, этот термин, он новый. Буквально 10 лет назад его еще не использовал никто. А сейчас он, вы, наверное, слышали, звучит везде. Большие данные, машинное обучение, искусственный интеллект, повсюду. Что такое большие данные? Вот самый простой такой пример, который всем будет близок. Вот у нас есть телефон, да? Мы звоним. Средний человек, он совершает 5 звонков в день по телефону. Если мы возьмем вот эти 5 звонков в день, каждый звонок наш это, если будем засовывать это все в базу данных, то есть каждый звонок это там 10 цифр, откуда звонят, 10 цифр куда, плюс время. Итого это массив данных примерно 30 байт. Очень маленький такой массивчик. Но теперь возьмем и перемножим это на 144 миллиона человек населения России и на 365 дней, соответственно. Ну и 5 звонков в день. И получается массив уже данных 8 терабайт за год. Это можно ли это назвать большими данными? Вполне. Потому что если мы попытаемся вот эти 8 терабайт засунуть вот в такую реляционную модель базы данных, то их крайне сложно как-то обсчитывать, крайне сложно эти данные, что-то с ними делать. То есть вообще, что такое большие данные? Нет какого-то четкого критерия, что называется большими данными. То есть какой-то цифры, типа вот данные, если у нас массив данных больше терабайта, то это большие данные. Нет, такого критерия нет. Большие данные — это данные, которые крайне сложно и неэффективно хранить в реляционных базах данных. То есть вот еще раз, если у нас реляционная база данных, если туда мы добавим просто вот эти вот терабайты данных засунем, то существующая система управления баз данных, конечно, есть всякие хитрости, типа виртуализации, можно распределить это все на много маленьких баз данных, то есть есть всякие хитрости. То есть реляционная модель, она тоже используется с большими данными, но это как бы уже тоже такой нестандартный подход. То есть можно сказать так. Большие данные — это то, когда мы не можем взять обычную какую-то реляционную базу данных, систему управления реляционной базой данных и, соответственно, в ней работать. Вот. И если мы посмотрим на наши традиционные почвенные данные, базы данных, ну, одни из самых известных, это вот проект Sater, там буквально массив данных по Европе меньше 10 мегабайт. Да? Или гармонизированная почвенная база данных, там несколько баз данных вместе собраны, и там 44 мегабайт данных. То есть вы понимаете, это очень небольшой объем. То есть вы такой файлик можете у себя на компьютере открыть в блокноте и вы смотреть, что там есть. Вот. А если вы попытаетесь открыть у себя на компьютере даже там какую-нибудь базку размером терабайт, то у вас просто все повиснет. То есть если вы соедините компьютеры, не знаю, вашего всего офиса, они тоже как бы не осилят работать с этой базой. Соответственно, большие данные — это там, где у нас есть объем, то есть они очень большие, высокая скорость накопления, то есть они в реальном времени генерируются, как, например, звонки по телефону или там какие-нибудь у нас каких-то датчиков могут быть данные, дальше про это расскажу. И многообразие. Ну, с многообразием у нас в почвоведении проблем нет, у нас прям вот завались. И, кстати, интересный такой есть закон, который, вот, как знаете, есть закон Мура насчет мощности процессоров, и есть вот закон, связанный с базами данных. То, что вот с 2001 года размер крупнейших баз данных утраивается каждые 2 года. На самом деле сейчас уже больше. Это все быстрее. Где же у нас есть большие данные в почвоведении? Ну, во-первых, данные дистанционного зондирования. То есть вот спутники, многие, наверное, знают про проект Landsat, да, там они делают зондирование Земли, снимают в разных спектрах, 12, что ли, разных спектров, и вот фактически сейчас массив данных — это 50 триллионов пикселей. Вообще, могут ли большими данными называться какие-то изображения? Да, могут, потому что, ну, по сути, ведь пиксель — это тоже нулики и единички, все хранится в компьютере, в какой-то бинарной системе, да. То есть картиночки тоже являются большими данными, если мы можем их как-то обрабатывать и тоже использовать в наших вычислениях. Есть конкретно почвенные данные по дистанционному зондированию, например, проект НАСА по почвенной влажности. Вот можно зайти посмотреть, вот там у них массив данных сейчас 100 гигабайт, и он активно как бы наращивается. Тоже это уже большие объемы. Кстати, самые большие базы данных в мире, то есть это вот не просто как бы среди почвоведов, но вообще как бы самые большие данные — это метеорологические. Ну, потому что мы все пользуемся постоянно
смотрим погоду, массив данных по погоде очень большой есть, и постоянно спутники летают, все смотрят, изучают. Вот так что есть самая крупная, считается, база данных, которая именно воедино залинкована. Это база данных Мирового центра климата. Там 220 терабайт данных. Это вот именно конкретных уже данных структурированных, да? А сырых данных у них 6 петабайт. То есть, ну, метеорологи у них больше всего. И мы, конечно, в почвоведении тоже их активно можем использовать. Но на самом деле в почвоведении есть как бы еще самое, наверное, даже данные дистанционного зонирования — это замечательная вещь, но у нас есть еще такая штука, как датчики. Датчики сенсоров, дронов и агророботов. Ну, вот агророботы — это, вы, наверное, сейчас представите себе каких-то таких терминаторов, которые с граблями ходят по полям. Нет, агророботы — это вот когда мы, допустим, поставим какой-нибудь GPS-приемник на трактор, и вот мы автоматизируем, он сам там едет, все пашет. Вот, это агроробот. Почему датчики сейчас, нужно на них остановиться отдельно, почему это важно? Потому что у нас сейчас везде появляется спутниковый интернет. То есть вот сейчас есть проекты Starlink, наш отечественный аналог Сфера, OneWeb. Они на низкой орбите начинают запускать массивы спутников, и интернет, сейчас покрытие очень быстрым интернетом, буквально через 5 лет появится вообще везде. То есть вот эти датчики, их начнут реально везде устанавливать. Они везде будут стоять. И у нас появятся огромные массивы данных. Вот сейчас такой наши коллеги сделали прогноз по кукурузе, правда. Они взяли и посчитали, что примерно одно растение за вегетационный период 0,5 килобайта данных генерирует. Соответственно, если мы как бы перекинем это прикинем на наши посевные в России на 36 миллионов гектар, то это будет генерироваться больше петабайта данных, да, за вот период вегетации. На этой посевной площади это очень много. Это прям дофига. Вот. И это не включая данные с дронов. То есть большие данные в почвоведении есть, и их будет реально много. Как они получаются? Что это за вообще такие датчики? Ну, вот стоит такая установка, такой комплекс, вот, с солнечными батареями, вполне себе автономный, там провода никакие не нужно тянуть по полю. Вот, он умеет измерять влажность, температуру, испарение, pH, фотосинтез, электропроводность, то есть он много чего умеет измерять, да. Потом он это все отправляет в облако, и мы уже можем это использовать для того, чтобы повышать урожайность, для защиты природы, лесов, от эрозии защищаться и, конечно же, для исследований. Да? Как выглядит этот датчик? Вот так, например. Да? Тут у нас есть в том числе азот, фосфор, калий, pH, проводность, температура, влажность. Такая вот штука втыкается, такая вилка. И вот так вот оно выглядит в почве, лежит. Очень даже здорово. Получать данные в реальном времени. Это техническая характеристика этого датчика. Тут вот что важно для нас сейчас, это response time, да, когда мы говорим про большие данные. То есть на самом деле многие данные мы можем получать буквально, измерять за доли секунды. То есть несколько миллисекунд, там 10 миллисекунд мы получаем уже значение какое-то. То есть понятно, что есть разные свойства они по-разному измеряются за разное время, но в целом есть свойства, которые быстрее измеряются. Соответственно, у нас есть возможность накопить большой объем данных. Но тут проблема в чем, конечно, в этих датчиках, то, что их могут предприимчивые соседи заимствовать, возможно, даже навсегда. Соответственно, есть альтернативные варианты. Не устанавливать стационарный датчик, который можно прийти и выкопать и себе забрать. А можно вот, ребята, это сейчас вот новый стартап, он только что появился, Earth Optics. И они на вот такую машинку, они вешают датчики, вот они, раз и два. И, соответственно, эти георадары, основанные на электромагнитной индукции и оптических сенсорах, они позволяют получать данные на основе измерения электропроводности по почвам. Инфракрасные сенсоры позволяют определять содержание углерода в почве. То есть полностью такая автономная крутая штука. Как это выглядит? То есть мы вот устанавливаем их, и вот на средней картинке это то, как вот этот вот джип, эта машинка, она едет и получает данные. То есть вот тут мы видим шкалу, это данные процента углерода. Соответственно, вот эта машинка проехала.
И, конечно, машинка, она как бы это хорошая штука, но доверять ей все-таки это, опять же, как бы неинвазивный метод. Да, мы сканируем почву. Мы еще делаем несколько прикопочек, да, собираем какие-то образцы. То есть, ну, это получается вообще буквально несколько штучек для верификации данных. И уже при помощи машинного обучения, то есть это вот не человек, там, как раньше мы почвенные карты сидели, так думали, это, конечно, круто и все такое, это целое искусство создания почвенных карт. Очень интересная и важная штука. Но сейчас нам на помощь уже приходит машинное обучение, которое позволяет вот эти вот данные наших изысканий полевых традиционных синтезировать с нашим тем, что мы насканировали. И вот получается в конце такая вот интересная карта, да, полезная, которую мы можем использовать уже. Соответственно, еще вариант, как они тоже связаны с сканированием, это карта степени глубины уплотнения. То есть вот у нас мы можем выбрать, понять, на какую глубину нам нужно все это пропахивать и какая у нас плотность. Да? То есть плотность — это фунт на квадратный дюйм. То есть есть какие-то, вот и на этой карте мы видим красным, это вот там, где у нас все переуплотненное довольно-таки, соответственно, тут мы будем вспашку проводить глубоко и тщательно, да, то есть культуры, какая-нибудь соя, которой важна аэрация очень почвы, и там на переуплотненных мы не будем ее высаживать, то есть можно грамотно картировать свои угодья и очень сильно минимизировать затраты благодаря таким технологиям. Еще вариант, где взять большие данные, это георадары, которые ставят на дроны. То есть, например, тут много всяких есть исследований сейчас проводится. В частности, вот ссылочка внизу, это вот голландские наши коллеги, они при помощи дрона сканировали гран-состав, то есть песок, глина, ил, при помощи гамма-излучения. Я, например, знаю еще работа такая известная, это уже даже апробированная такая тема, это подстилающую породу. Тоже ее сканируют при помощи дронов. То есть, на самом деле, вариантов масса, где взять большие данные. И теперь, что у нас есть? У нас есть наши традиционные данные, которые как бы никуда не деваются, и они крайне важны. И у нас они есть, хоть их и очень сложно получить, но за век существования почвоведения мы много чего накопали, ну и сейчас тоже продолжаются работы. Соответственно, у нас есть наши исходные почвенные данные традиционные, которые мы формализуем, проводим гармонизацию из различных источников и, соответственно, используем нашу базу данных для того, чтобы создать инфраструктуру почвенных данных, которые уже можно будет все анализировать. Где же тут большие данные? Потому что вот эта вот схема, еще раз, она для традиционных данных, она подходит. А большие данные, вот тут нельзя просто взять, создать какую-нибудь колоночку и запихнуть сюда типа петабайт данных. Ну, не будет это работать вообще просто на физическом уровне. Соответственно, наша задача на будущее, даже уже сейчас наша задача, это синтез больших и традиционных данных. То есть мы берем наши исходные почвенные данные, формализуем, гармонизуем, и мы в итоге в эту инфраструктуру почвенных данных вносим, интегрируем туда информацию, полученную из больших данных. То есть мы берем при помощи сенсоров, датчиков, спутников, роботов, дронов, получаем большие данные. При помощи машинного обучения нейросетей тоже все это обрабатываем. И у нас появляются озера данных, так называемые, то есть NoSQL базы данных. То есть базы данных, не основанные на реляционной модели. И мы уже их обсчитываем и вносим информацию в инфраструктуру почвенных данных для анализа. То есть вот на этой схеме мы это видим. То есть вот у нас сенсоры, да, которые получают различную полезную информацию в реальном времени. Дальше мы берем традиционные данные, данные из ГИСов, и все это у нас на выходе дает систему поддержки принятия решений. Про систему поддержки принятия решений мы как бы знаем с начала 70-х годов, все про это говорят. Но по-настоящему, вот, чтобы это работало хорошо и быстро сейчас, и в реальном времени, мы собственно, подходим только сейчас. То есть вот эта схема, она как бы актуальна становится сейчас. Раньше это больше было такое фантастика, сейчас уже реально это работает. Ну вот вы видели, карты можно строить. Зачем это нужно? Зачем нам нужны большие данные? В итоге, что они могут помочь нам сделать? Мы можем, во-первых, понять наше состояние почв, почвенных ресурсов, сельхозкультур, инвентаризации, все такое. Мы можем минимизировать риски, оценить эти риски, прогнозировать, в том числе влияние изменения климата, то есть как раз
большие данные, климат, это все близко, и как это влияет на урожай. И мы можем оптимизировать все. Логистику, хранение, перевозки. То есть это все, соответственно, входит воедино. То есть когда мы можем понимать, когда мы понимаем то, что тут нам, ну вот этой там 50 метров, тут глубокая спашка, а там можно уже как бы особо не пахать ничего, это уже большая оптимизация в плане затрат. И, конечно, мы можем благодаря этому увеличить объем производства и, безусловно, большие данные, собственно, наверное, самый такой большой импакт от вот этих датчиков, да, про которые я говорил, то, что мы можем какие-то фундаментальные новые закономерности понять. Для чего, ну, то есть что нам нужно? Что нам нужно для того, чтобы работать с большими данными? Ну, нам нужно как-то уметь немножко программировать или хотя бы понимать, какими средствами, каких результатов можем достичь. То есть, к сожалению, у нас, конечно, есть огромное количество уже готовых решений, всяких библиотек, но вот задачи, которые перед нами стоят, там нужно многие вещи делать с нуля. Нейросети обучать, машинное обучение, все такое. То есть тут приходится брать почвоведу и учить программирование. Нужно обладать навыком дата-майнинга, то есть нужно понимать, какой массив данных нам нужно извлечь, для какого поиска, какой закономерности, то есть отдельная такая тема, и специализация. То есть, безусловно, просто можем, конечно, нанять какого-то программиста, который что-то там будет нам делать, но без специализации как бы ты тоже не сможешь работать с большими данными, эффективно решать задачи. И тут отдельно я хочу говорить сегодня про языки программирования и провести анализ их, и дать какие-то рекомендации, собственно. Самыми популярными сейчас языками программирования является Python. Ну, вот среди почвоведов важно. Хотя, на самом деле, Python, он в целом сейчас в мире как бы стремится вверх. Почему? Потому что он очень простой в обучении, он очень удобный, интуитивно понятный, к нему огромное количество библиотек, то есть не нужно изобретать велосипеды. Всем хорош. Есть еще, кстати, R, тоже он на втором месте по популярности среди почвоведов. Он оптимизирован под статистику, он очень хорошо все считает, математическое моделирование и даже большие данные. В принципе, работать с большими данными тоже на ARI с некоторыми оговорками можно, с некоторыми. И также используется у нас до сих пор еще C, C++, даже на Lisp я видел проекты, почвоведы делают. Проблема в чем? То, что у нас сейчас всех учат программировать на Python. И вот все почвоведы, они так или иначе, ну кто интересуется информационными технологиями, они учат Python. Проблема питона в чем? Он очень медленный. Прям вот он очень медленнее. Он медленнее, чем какой-нибудь PHP, да, на котором там сайты запиливают. Это один из самых медленных интерпретируемых языков программирования. И ну, тут вы видите сравнение его по скорости с языком Java, про который мы сейчас тоже будем говорить. И тут даже не только проблема в том, что вот он просто медленный, потому что он медленный. Нет, там у него нет параллелизма выполнения. То есть на нем невозможно на какой-то многоядерной системе эффективно что-то посчитать. То есть мультипроцессорные какие-то составить комплексы, просчитывать что-то. Виртуализации нет. Да? То есть у Python это большой его минус. У языка R, между прочим, с этим проблем нет. Хотя, видите, он не опережает Python. Но язык R, он тоже довольно-таки медленный. То есть он, ну, где-то там Python быстрее, где-то R, но по сравнению с другими языками программирования, R, он тоже не быстрый. Соответственно, есть у нас некоторые альтернативы. Ну, а еще раз хочу сказать, что для работы с большими данными нам нужен прям вот скорость, это самое главное. Потому что когда мы работаем с какой-нибудь петабайтной базой данных, даже, не знаю, озером данных, мы не можем, можно, конечно, взять какой-нибудь суперкомпьютер и скрипт какой-нибудь на питоне или на R запустить, чтобы оно что-то считало, но вас просто никто туда не подпустит. Будут гнать шваброй от этого суперкомпьютера с каким-нибудь таким скриптом. Вот, поэтому, ну и мы не можем вот так вот брать и обсчитывать там каждое поле на этом суперкомпьютере. Поэтому нужно присмотреться к другим языкам программирования, возможно. Например, есть язык программирования Java, не слишком популярный среди почвоведов, но по факту на нем очень много что работает, и в том числе все большие базы данных, большие проекты, они в основном делаются на Java сейчас. То есть различные, например, банки, такие крупные какие-то корпорации, они на Java пишут,
работу с базами данных. И это кроссплатформенные языки, они вообще на всем работают, на калькуляторе на каком-нибудь. То есть они в контейнере запускаешь джавовском, там автоматический сборщик мусора. То есть это очень удобный и быстрый, и хороший язык программирования. Есть еще, например, аналог Go. Это Google создал недавно относительно. Довольно-таки быстрый язык. Есть языки C. И, между прочим, язык C, который так незаслуженно многие так подзабыли, может быть, он самый быстрый. Он быстрее, чем C++. Это просто самый быстрый язык программирования после ассемблера, после там, машинных кодов каких-нибудь. То есть на нем, в принципе, пишутся все операционные системы, именно поэтому до сих пор. То есть это очень актуальный, на самом деле, язык программирования. Я сам на нем сейчас программирую. Соответственно, я провел анализ всех языков программирования, которые мне попались под руку. Написал статью на эту тему, кому интересно, можете загуглить, найти ее. И если вкратце говорить, чтобы вас не грузить какими-то техническими подробностями, то у нас есть самые быстрые языки программирования C, C++, и они замечательно работают очень быстро, но на них сложно довольно-таки писать что-то. Да, то есть по сравнению с Python, например, сильно сложнее. Просто там необходимо работать, понимать, как это на аппаратном уровне работает память компьютера. Да? Соответственно, на них имеет смысл, собственно, писать библиотеки для работы с большими данными. То есть, вот я говорил до этого, что Python, R, большими данными невозможно работать. На самом деле, вы же, наверное, если вы темой интересовались, вы знаете то, что Python, многие как раз говорят, что вот для Data Science мы используем Python и R и все такое. То есть как это используется? На самом деле, безусловно, на Python используется Data Science и R тоже. То есть можно просто делать обвязку библиотек. То есть у нас есть библиотека, написанная на C, на каком-то быстром языке программирования, и мы можем ее обвязать Python и получить данные в каком-то потом красивом таком виде с графиками питоновскими. Да? То есть можно это использовать, но нам необходимо, чтобы была вот эта вот библиотека. Да? То есть ее нужно написать сначала, а потом уже можно и что-то Python подключать. То есть тут от этого не уйти. Если мы какие-то нестандартные вещи делаем, нам придется так или иначе писать это. Дальше у нас есть, конечно, языки Java. И тут стоит к ним, почему я говорю языки, потому что есть есть Java, есть Kotlin, там, несколько производных Java есть, и они очень классно и быстро взаимодействуют с базами данных, и вообще с данными, потому что там есть just-in-time компиляция, то есть они под конкретную архитектуру процессора подстраиваются, какие-то куски кода туда переводят и грамотно очень быстро считают. То есть он на некоторых отрезках работы он, в принципе, соотносим с языком C. Да, и где-то может даже быть быстрее, чем C++. Соответственно, у нас есть языки, ориентированные на веб-разработку, PHP, JavaScript, смотря что вы фронтенд или бэкенд. И тут, конечно, что сказать, мы эти языки тоже так или иначе используем, почвоведы, да, для того, чтобы выводить карты в интернет, например. Но конкретно с большими данными, с традиционными данными, да, мы работаем при помощи этих языков. То есть PHP, он, например, отличный, он очень быстрый, быстрее, чем Python, сильно, особенно последней версии. У нас есть наши модные языки программирования, это Python и R, которые, они всем хороши, они замечательные, но медленные. Хотя можно, да, ими что-то обвязывать. И есть еще новые языки. Julia, например, да, для облаков используют активные. И Kotlin. Kotlin — это, собственно, производная Java. И там очень здорово на нем писать какие-то приложения. Очень быстро на нем все можно писать и очень удобно. Соответственно, что хочу сказать. Python и R — это замечательно, но так как при работе с большими данными у нас бутылочное горлышко, bottleneck, это скорость работы программы, мы эти языки можем с натяжкой использовать для серьезных каких-то проектов, именно как основной язык. Тут важно что сказать, то что так или иначе, когда вы в целом, вы почвовед или неважно, где вы работаете, у вас есть какое-то IT-решение, которое вам нужно воплотить в жизнь, обычно никто не использует какой-то один язык программирования. То есть всегда
пишется под каждый модуль программный, пишется он на каком-то своем языке. Потому что так получается и дешевле, и быстрее, и удобнее. То есть всегда нужно выбирать язык программирования конкретно под какую-то задачу. И это очень важно почвоведам сейчас войти в это и понять, разобраться в языках программирования, хотя бы шапочное знакомство, чтобы было, потому что, по сути, программирование сейчас становится для почвоведа тем же самым, что и, вот, грубо говоря, вот у нас есть PH, да, мы можем определить PH лакмусовой бумажкой, а можем взять какой-то вот там электронный PH-метр. И соответственно, почвовед должен понимать, какие есть методы определения PH. Точно так же почвовед должен понимать, какие есть языки программирования для того, чтобы реализовать те или иные свои задачи, какие-то продвинуться в своем исследовании. Нужно понять, что выбрать, какой инструментарий. Вот. Это вот то, что я хотел сегодня рассказать. Да, у нас есть данные, есть большие данные, соответственно. Для больших данных нам нужно подбирать специальную систему, работу с ними. Уже мы по-старому не сможем с ними взаимодействовать. Ну что, я надеюсь, это было интересно вам послушать. Приглашаю вас на наши... вот сейчас вы смотрите это видео на нашем русскоязычном YouTube-канале «Агропрогноз». Также у нас есть на английском YouTube-канал. Кому интересно прокачать свой английский язык в данной области, приглашаем. Также у нас есть Instagram. Там, между прочим, все мы пишем и на русском, и на английском. Переводы всех статей. И, конечно, приходите на наш интернет-форум. Можно там пообщаться, задать какие-то вопросы. Будем рады с вами увидеться. С вами был канал Агропрогноз и я, Игроглаз. До новых встреч.